Представители знака зодиака Лев, приветствую вас. Таро прогноз. Любовь и деньги. Март, апрель. Ретроградная Венера со 2 марта по 13 апреля. Личная жизнь и работа, ваши достижения или концепция в целом благополучия, откуда-то же к нам приходят деньги. И по Венере это не только личное счастье, хоть мы часто ассоциируем Венеру именно с любовью, но Венера – это как раз еще и финансовое благополучие, или если мы переведем, что такое деньги, это один из способов взаимодействия с миром. И ретро-Венера нам может вернуть некоторые вопросы, которые мы не закрыли, не решили в прошлом. Может это касаться и личной жизни, у кого-то это будут вопросы финансов. В конечном итоге в этот период марта и апреля мы можем свести все к той реальности, и, наверное, должны к ней свести, которые присутствуют в жизни каждого из нас. Но и как любая реальность, она потребует от нас быть откровенным, честным самим собой, увидеть наши ресурсы, то, чем мы располагаем, а не то, о чем мы грезим, или не то, что хотели бы видеть. Давайте попробуем на картах Таро рассмотреть вот эти два направления, очень важные составляющие нашей жизни. Это конкретика, место нашего пребывания, теплый, уютный дом, это наши близкие, это наша защищенность, мои дорогие, безусловно. Где-то и через деньги тоже, финансы, но искренняя дружба, добрые доверительные отношения – это все же едва ли не самое важное в нашем сложном, переменчивом мире, коль нам уж с вами довелось проживать эпоху перемен. Давайте узнаем март и апрель, любовь и деньги. И первые три карты мы с вами достанем, посмотрим, что же про личную жизнь нам расскажут карты. Каким будет март? Следующие карты это будет апрель. К чему все идет? Возможно, так. Опять же, личная жизнь, любовь, где-то чувства. И деньги, мы говорим, финансы, работа, достижения на март. Что с деньгами? У кого-то это могут быть и вторичный доход, или изучение каких-то новых либо ресурсов, либо, может быть, новых навыков приобретения. И что это будет по деньгам на апрель для вашего знака зодиака? Давайте будем смотреть. Что же про любовь? Король Пентаклей. Ну, вообще, хорошее начало. Король Пентаклей. Здесь все то, что по Венере, потому что, кстати, это могут быть и люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли или имеющие там асцендент. Это могут быть и статусные люди, которые, ну, сделали себя сами буквально, как мы говорим, да, имеют личное дело или свой бизнес, те, которые прочно стоят на земле. Прежде король Пентаклей, прежде чем обрел вот эту стабильность или независимую финансовую свою позицию, скорее всего, так по преданию, как бы карты, он прошел сложный путь. Его жизнь именно заставила быть реалистом. Но он часто проходит, если так мы абстрагируемся немного, наши супруги, например. Поэтому для кого-то из вас жизнь семейная или построение ваших планов совместных, или, может быть, и встреча с таким человеком. Где-то и вам, мои дорогие львы, тоже карты рекомендуют быть или находиться в тех энергиях более продуманных, как ни странно, или уделить внимание конкретно деньгам, несмотря на то, что мы смотрим на личную жизнь. Может быть, через личную жизнь это, и неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины, это как доход вашего партнера, вполне вероятно и это, но сама по себе карта несет стабильность, поэтому, скорее всего, на март те отношения, с кем вы познакомились, например, прежде, те отношения будут развиваться. Ну, а для людей, кто в паре, кто семейный, здесь тоже все идет своим чередом, причем это карта олицетворения стабильности. Вот интересно, два разных человека. Если мы смотрим энергетику карт, король Пентаклей – это у нас мужчина, как бы король, а королева жезлов – это вот уже больше ваша энергетика. Есть явно, если на личную жизнь, пара у нас показана, причем люди разные. И неважно, да, кто из вас кто, или к какому знаку даже относится ваш партнер. Я так вижу, больше хотят карты сказать, что
Вы чувствуете или можете чувствовать некоторую разницу во взглядах как на жизнь или какие действия, допустим, даже для людей семейных предпринимать. Вам, может быть, будет необходимо искать согласие, взаимодействие с вашим партнером, и одновременно по королеве жезлов вы можете искать, ну, как область приложения собственных усилий в плане самореализации, потому что самореализация стоит у королевы жезлов на первом месте. Или, мои дорогие львы, это может быть наоборот, вы находитесь в энергиях короля Пентаклей, вот в таких продуманных, а ваш партнер желает как раз самореализоваться или построить свой бизнес, организовать собственное дело или развить свое творчество. И, соответственно, двум этим картам, это персональные просто карты, которые вам предлагают на личную жизнь как бы переложить. В чем может быть стопор или в чем может быть несогласие. Потому что по-разному видят люди мир или имеют приоритеты совершенно разные. Но, наверное, задача будет договориться. Давайте откроем третью карту. Правда, праздник, а у кого-то может быть и встреча. Вы знаете, пусть мы все разные, самое главное, что мы можем или учимся видеть в одном направлении, строить наши общие планы, исходя из того, что каждый, может быть, хочет осуществить или чего-то добиться, ну или вообще имеет свои достижения на первом месте, может быть, даже и так. Но мы не подавляем партнера, а как раз объединяем разные усилия, или разное видение, один другого может дополнять вот этими разными энергиями. В конечном итоге тройка чаш может говорить о том, что это как праздник. Вы можете достичь согласия, вы можете помириться. Конечно, тройка чаш будет для кого-то говорить, увы, и любовный треугольник, и я этого тоже не исключаю. Неожиданно, поэтому тремя картами явно мы с вами не обойдемся. Давайте я достану, что такое тройка чаш. Какую нам подсказку дадут еще карты на любовь? Вы знаете, семерка жезлов – это сама по себе карта как соревнование. У кого-то могут быть вопросы, когда, ну, больше интересуют деньги. Жезлы, дела, работа, бизнес и контакты. Контакты те, которые более выгодны. Конечно, это больше карта говорит о том, что это нас пытаются к чему-то привлечь, к какому-то делу приспособить буквально, или чтобы мы на что-то согласились. На нас оказывают люди воздействие, потому что они имеют свой интерес, и поэтому нам будет важно сохранять интерес свой собственный. И я так вижу, может быть, тогда нам карты вот эти две. Если мы просто рассматриваем энергетику по королю Пентаклей, мы себя и финансы должны сохранять, может быть, сохранять наши отношения, но в то же время то, что мы себе поставили, ну как осуществить, или то, к чему мы стремимся, ту цель, которую мы видим. Пусть это будет идея, пусть это будет то качество жизни, к которому вы хотите дойти в конечном итоге или получить. Мы это тоже должны оставить для себя. Это для вас будет очень важно. Но, может быть, пока еще на период марта мы пока не видим, каким образом действовать. Или еще есть тысячи неопределенностей, много контактов, много людей, но вы видите, что нет, я пока не могу никому доверять. Давайте мы посмотрим, что же нам про короля Пентаклей расскажут карты. Семерка мечей, вы знаете, для кого-то может говорить о том, что есть такой человек очень продуманный, ну, который с вами может и хитрить. И здесь у каждого по-разному. Может быть, это знакомство, может быть, это кто-то из ваших родственников. И для кого-то это будет означать тот человек, которому вы можете доверять, а для кого-то все же мы, опять же, все, ну, совершенно разные. Семерка мечей говорит, доверяй, но проверяй. По семерке мечей все же предусматривается возможность обмана. Поэтому и вам нужно быть более где-то хитрым, изворотливым, мои дорогие. Кто знает, может быть, это вы узнаете о том, что ваш партнер, помимо вас, есть еще какие-то отношения, и это я тоже допускаю. Может быть, вы это узнали прежде, и теперь я могу предположить, что вы не будете реагировать или вы не будете говорить, что «ага, а вот я знаю, что у тебя кто-то есть, и неважно, кто меня сейчас смотрит». Потому что по королеве жезлов мы храним тайну. Даже если мы знаем на 1000% или мы имеем какую-то уверенность, но тогда хранить молчание каким-то образом для вас будет большим плюсом,
Постепенно какая-то ситуация раскроется, может быть, придут какие-то более достоверные сведения, или вы получите информацию, может быть, и человек с чем-то определяется, но собой не рисковать, это совершенно точно. Ну и конкретно, может быть, семерка мечей говорит, будь внимателен к своим финансам. Что же такое королева жезлов? Нам о чем? Но все-таки не замечтаться определенно смысл есть, потому что по пажу чаш это хорошее настроение. В марте будет хорошее настроение и будет очень много контактов. Может быть, как с новыми людьми, с новыми знакомыми, не зазеваться, не замечтаться. Может быть, и где-то такие страстные чувства с учетом королевы жезлов. Но самое главное — правильно видеть реальность, потому что вот в этой карте, посмотрите, паж чаш. Да, мы можем уже представлять какой-то союз, где-то и мечтать, но вот более так реально художник изобразил пустая чаша и поросенок с крыльями. Мы знаем, свиньи не летают, поэтому будьте реалистами, мои дорогие, от начала до конца. Обе карты, как и семерка мечей, так и паж чаш. И значит, может быть, это карты хотят передать энергетику, когда вы сохраняете прежние отношения, правда, ничего не афишируете, даже свои сомнения. Держите марку, мои дорогие львы и львицы. Не продуцируйте как бы во внешний мир ваше, может быть, кем-то недовольство или знанием какой-то правды. Все же сохраните свою собственную тайну. Вот я вижу, что ваша тайна, она должна быть сохранена. И эта тайна, даже, как я уже говорила, что вы, допустим, знаете, прежде подозревали, а здесь вы узнали какой-то не самый лицеприятный факт. Для кого-то это ваша личная тайна и, может быть, любовный треугольник, и такое я тоже могу допустить. Пока не время делать выбор, вот, видимо, так. Потому что и с каких-то других иных позиций в ваш адрес может быть направлена, ну, либо нечестность, либо хитрость, либо просто интерес. А мы знаем, что сегодня интерес есть, а завтра интереса нет. Поэтому к новым знакомым дважды будьте аккуратны, мои дорогие. По тройке чаш и все же пажу чаш. Хорошее настроение будет. Но, мои дорогие, не замечтаться, вот то, что я говорила до карт, в марте месяце для вас будет очень важно. Давайте посмотрим, к чему все идет на апрель. Неожиданно, это правда. Ну, здесь явно по девятке мечей мы можем столкнуться с тем, что начинаем что-то анализировать. Девятка мечей, искаженное восприятие, нет того, что нам кажется. А почему кажется? Потому что вот как на этой карте мы закрываем глаза на что-то. Тут их как раз нужно открыть и видеть ту реальность, которая есть. Быть честным с самим собой. И здесь мы можем, с одной стороны, себе добавить негативных эмоций, с другой стороны, мы можем и восторженности, конечно, себе добавить, но в конечном итоге розовые очки, как я говорю, бьются стеклами внутрь. Будьте реалистами, как и в марте, так и в апреле, во всех вопросах, которые касаются личной жизни. Ну, почему-то так. Давайте откроем следующие карты. Совершенно неожиданно. А для кого-то из вас это действительно есть и новые отношения. Тузом Пентакли — это всегда даже знакомство какое-то может быть. Может быть, как знакомство, которое начинается как дружба, потому что Пентакль — это что-то материальное. Или у кого-то это начинается как партнерские отношения, может быть, по работе, по бизнесу или какие-то контакты, когда, опять же, они основаны на общем интересе. И тогда вот не бежим впереди паровоза. Позволим вот этому маленькому семечку, который олицетворяет туз Пентаклей, прорасти. И нам уже показаны тоненькие еще пока корешки и такие робкие росточки. Поэтому, ну, не время, знаете, грандиозных планов, наверное, и в апреле тоже. Но точно так же и не время себя мучить какими-то сомнениями. Наверное, реализм дважды помогает, а по Венере это все то, что в реальности, как я уже сказала. И где-то на сохранение денег, может быть, даже так, вас оборачивают карты в этот период, потому что эмоций будет много. Прочитайте мою статью, я приглашаю вас на сайт «Преломление реальности». Это последняя моя статья, и я оставлю ссылку в описании под видео, а также можете перейти на сайт с описания к каналу или со складки в сообществе, там тоже есть переход. Много эмоций как раз ожидаем мы в этот период времени, потому что тоже события планетарные на нас оказывают такое воздействие.
Почему и назвала преломление реальности? Потому что нам может что-то казаться. Мы можем слишком эмоционально что-либо воспринимать. Или люди, с которыми мы контактируем, они тоже могут проявлять несдержанность или говорить нам что-то нелицеприятное. Нам это, понятно, не радостно слышать, и мы можем, ну, где-то соскользнуть на эмоции тоже. Поэтому держать марку и, самое главное, эмоциональный баланс стоит. Потому что по тузу Пентаклей это что-то новое пытается войти в нашу жизнь. У вас как смена энергетики, мои дорогие львы и львицы, королева мечей, прообраз Юдифи, та, которая надеется сама на себя раз, и та, которая независима. Ну, совсем не про любовь, как ни странно, правда. Хотя я допускаю, просто у кого-то, к примеру, те, кто в паре или люди семейные, видимо, будет ворох каких-то вопросов, нерешенных задач, которые вот ретро-Венера как раз вам может вернуть. И здесь в реальности нужно закрывать какие-то темы, решать вопросы. Ну и не совсем про чувства, может быть, вот этот период. И по королеве мечей мы сохраняем себя сами. Где-то об этом нам тоже говорят. Сохраняем, ну, партнерские отношения, те, которые, на наш взгляд, надежны, но все же королева мечей. Опять же, как и королева жезлов, ее жизнь научила хранить молчание во многих случаях. И это ей дважды, трижды помогает, потому что то, о чем мы умолчали, никому не рассказали, не поделились нашей идеей, или что мы намерены делать, это нас тоже сохраняет. И самое главное, королева мечей, как я сказала, надеется на себя, но это буквально в реальной жизни. Нам карта предлагает просчитывать пунктуально, но, видимо, сферу ваших чувств, сферу ваших отношений тоже. И ни на кого не надеяться. Может быть, даже в делах семейных или в вопросах пары. Это не значит, что конфронтация. Отнюдь нет. Это карта интеллектуала, помните это. Поэтому, ну, как высший разум, и который будет присутствовать в вашей жизни, имеется в виду, когда мы понимаем, что ни себе не должны навредить, пусть нам что-то, например, и не нравится, но вот благоразумнее поступить именно таким образом. Не время, когда нашему эго, например, или дать волю нашим эмоциям, потому что нужно хладнокровно оценивать обстановку вокруг и держать все под контролем. Основная задача апреля. И это вопросы личной жизни и любви. Не торопитесь ни в марте, ни в апреле. Закончится, может быть, период ретроградности Венеры, и постепенно все встанет на свои места. Неоднозначная энергия, но на март хорошее настроение, а вот на апрель, чтобы подытожить, не упустите какую-то возможность. И с учетом королевы мечей, может быть, как раз вот этот рационализм. По королеве мечей мы транслируем одно, а поступаем по собственному плану. Это нас где-то сохраняет, это нам добавляет силы, безусловно. Я уже не останавливаюсь на историческом факте, но кому интересно, прочитайте про Юдивь, почему она вошла в историю, Ветхий Завет, и какие энергии ей помогали. Тогда вы поймете более конкретно, о чем вам хотят сказать карты. Давайте посмотрим, что же с деньгами на март. Рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям. Но вообще тут драйв, у кого-то поездка, у кого-то может быть согласование в высоких инстанциях или просто от того требуют дела и деньги, опять же, да, какие-то возможности к нам приходят, но совершенно неожиданным образом или неожиданным путем. И, в принципе, скучать будет точно некогда. Нам где-то и про личную жизнь сказали, ну, наверное, и по деньгам тоже, потому что те возможности мы не должны упустить. Но и по рыцарю жезлов, опять же, надеемся сами на себя и понимаем, что ну, множество мелких каких-то дел может свалиться на нашу голову, которые нам нужно согласовать или завершить в одиночку, мои дорогие. И не думать, что, к примеру, кто-то придет на помощь, и не думать, что нас все будут рады видеть. Почему? Хоть и нам карта очень добрая, да, в этой колоде улыбается нам девушка показана, рыцарь жезлов. Ей нравится этот жизненный драйв. Ну, наверное, лучший драйв, чем стоячее болото. Но все же будь готов к неожиданностям. И карта скорости. Вот именно эти две мысли нам желает передать карта. И это у вас деньги, март месяц. Что же еще? Прекрасный итог. У кого-то получение денег в марте.
Может быть, тех денег, которые как, ну, дополнительный доход, а у кого-то из вас дополнительная работа, может быть, и по основному месту работы. Это как расширение каких-то ваших полномочий или какие-то дополнительные обязанности, ну, или дополнительные обязанности, которые по вашей профессии вы как подработку берете. Но в конечном итоге вас этот итог должен больше вдохновлять, потому что по аркану мир, безусловно, проходит что-то доброе. Ну и сам по себе мир, мои дорогие, у кого-то изменение, как политики, какой-то стратегии финансовой, которая, может быть, будет связана не просто лично с вами, а со всем миром. Какой-то новый мироуклад, может быть, изменение законов, каких-то положений, новости, которые присутствуют, неважно, из какой страны вы смотрите мои видео, а когда финансовая система постепенно реструктурируется, меняется. Поэтому это тоже придется вам учитывать. Но в целом карта мир очень благополучная карта. Мы все желаем мира, правда, мира, добра, спокойствия, больше определенности, как и в нашей душе, ну так, наверное, и в нашем благополучии. Это здорово, что на деньги выпадает мир, больше уверенности, как и в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. Поэтому с деньгами здесь какие-то перспективы или, по крайней мере, мои дорогие львы и львицы, какой-то прогресс, это точно, чего всем желаем. И по аркану отшельник мы рассчитываем сами на себя. Только один отшельник знает, как к чему он стремится. Это не многословность, опять же. У вас через весь расклад, мои дорогие львы, проходит основная мысль, когда вы много о себе не рассказываете. Я могу предположить, что будут и персоны вокруг вас, которые захотят, может быть, узнать что-то побольше, поподробнее, поближе. А вот вам это независимость, это не конфронтация, это именно независимость, когда мы можем даже полшага назад отступить. И если необходимо, мы обязательно отступим. Пусть мы не будем на каких-то первых позициях, но мы себя сохраним или нашу мечту, или реализацию нашего желания. То есть мы идем по ситуации от начала до конца, и это как и в вопросах любви, так и в вопросах денег. И по ситуации идет и отшельник тоже. Он никуда не торопится, потому что он поставил себе какую-то цель. Опять же, у вас два старших аркана, но карта больше ориентирует, что идем мы одни. Значит, у кого-то это просто проиграется, как ваше творчество или то, что вы хотите создать, может быть, организовать личное дело. Но нам не говорят, что помощь приходит или мы можем на нее рассчитывать. Но я люблю эту карту еще и за то, что никто не мешает. Этот путь мы все-таки готовы пройти, даже если в одиночку. Положительный момент, что есть добрая энергия и есть возможности, есть то, от чего вы можете оттолкнуться. И второй момент, никто не мешает. Апрель. Но, видимо, магами действительно не рождаются, а становятся. Может быть, как и личная жизнь, более такой холодный аспект, правда, будем откровенны. У кого-то может проигрываться на историю любви, может быть, даже в прошлом, это когда вы анализируете в марте, и ретроградная Венера может добавить этих воспоминаний, когда вас кто-то обманул или поступил некрасиво, или прежние отношения, которые вроде развивались, а потом ушли в никуда. Вот такое тоже может быть. Или человек пропал, хотя тот, кто пропал, может по какой-то причине вернуться. Все же ретро-Венера. Понятно, не у всех. Но тем не менее. Выводы, мои дорогие, вы делаете. И, видимо, это совершенно необходимо, потому что по карте мага он прощает себя в первую очередь за те ошибки, которые он совершил прежде. И вот это основа самодоверия. Это, безусловно, самодостаточный человек, это великий практик и, кстати, реалист. Потому что часто с магом, ну, думают о чем-то более эфемерном, думая, что это какое-то волшебство. Никакого волшебства. Это тот реалист, который сам это волшебство творит, умеет со всеми договориться, умеет промолчать. И я же вас, кому интересно узнать об этом психологическом типе, как бы, да, человека, кто это может быть, я приглашаю вас прочитать, рекомендую даже роман Всеволода Соловьева. Это две книги, два тома «Великий Розенкрейцер» и «Волхвы». Овинов– главный персонаж, который как раз и есть этот самый маг или Великий Розенкрейцер. К чему
какая жизненная дорога его привела, каким сложным путем человек приходил. И именно 2 романа этих прочитать, потому что чем это все заканчивается, становление какое было у мага, как долго это продолжалось и вообще каким образом он пришел к любви. Это было тоже непросто. Кому-то это будет подсказка, мои дорогие, может быть, для тех, кто запутался или тех, кто пребывает сейчас в одиночестве. Я так думаю, вам эти книги помогут найти ответы на некоторые вопросы, которые вы, может быть, хотели бы для себя прояснить, почему именно так. Но тогда вам будет более ясно, что значит ваша судьба ведет вас по какому-то именно избранному пути. И у мага больше возможностей по части денег, безусловно. И как раз благополучие приходит к магу тогда, когда он не ставит деньги на первые позиции, или когда он от этого не отталкивается. Он ставит на первую позицию свою цель. Не деньги ради денег, а для чего-то они нужны ему. И вот, видимо, как только такую перерокировку мы производим в своем сознании, тогда у нас и получается больше возможностей, может быть, заработать денег. Не все так просто. Давайте посмотрим, что еще. Наверное, все то, что я говорила, и помощь высших сил. И помощь высших сил — это не значит, что манна с неба и деньги нам буквально падают в руки. Хотя в руки они могут упасть, к примеру, если вам нужно погасить какой-то платеж, закрыть кредит или недостающую сумму, найти буквально платеж или платить нужно сегодня, а деньги вы пока не получили, они задерживались. Тогда по шестерке Пентаклей у нас найдется в нашем окружении тот человек, который нас как раз выручает. Или, мои дорогие, вы хотите реализовать свой какой-то творческий план или личное дело открыть, обустроить что-то, тогда вы найдете, ну, может быть, или мецената, или того человека, который, по крайней мере, в какой-то концепции вам поможет точно. Когда выпадает шестерка Пентаклей, есть тот человек, который к нам относится искренне и, в принципе, может эту поддержку осуществить. Но карта, безусловно, это как карта финансового успеха, и мы смотрим на финансы, поэтому какой-то прогресс в апреле месяце, он определенно есть. Тем более первая карта мага. Но мы не даем деньги в долг. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. И с деньгами аккуратно, мы их не тратим, больше аккумулируем. Давайте посмотрим, что еще, наверное, необходимо аккумулировать, потому что какие-то перемены — это старший аркан, это вы можете узнать какие-то новости, или это могут быть, ну, где-то ситуации или обстоятельства непреодолимой силы. И здесь у каждого по-своему, у кого-то банально. Та организация, в которой вы трудились, может быть, были уже предпосылки, к этому шло, но теперь какая-то реструктуризация происходит в этой организации, к примеру, могут быть сокращения, и вы с этим можете столкнуться. Поэтому карты предыдущие нам и говорят, больше нацеливают вас на то, чтобы вы научились себя защищать сами или продумывать свою стратегию, тактику, как и по финансам, так и, может быть, и по личной жизни. Надейся сам на себя, лев. Ну, может быть, для вас это совершенно необходимо. Я понимаю, у каждого своя степень дохода, своя степень благополучия, ну и личная жизнь, она у каждого по-своему. Но некоторая концентрация на себе или на своих делах, или на своем благополучии совершенно необходима. И это не тогда, когда мы ждем или закрыли на что-то глаза. Отнюдь нет. Это наоборот, когда мы их открыли и видим, что же происходит вокруг. И четко понимаем, что мы сейчас должны предпринять, чтобы завтра не было поздно, мои дорогие, вот так. Потому что 16-й аркан башня, да, есть такое, присутствует как опасность, но мы всегда можем от нее уйти. И предыдущие 2 карты как раз и говорят, для вас хоть камни с неба, но если пройдя вот этот путь, который с марта, да, или, может быть, даже прежде это началось, вы как раз и имеете финансовую подушку безопасности, имеете возможность или имеете вторичный доход, или свое личное дело, или можете развивать творчество. И вам тогда любые какие-то события внешние, они вам как будто нипочем. Вы тогда найдете, ну, ту
стратегию или вы найдете ту тропинку, по которой вы можете как раз не просто получать какой-то доход, если вот буквально даже так стоит вопрос, а когда вы можете развивать свою финансовую независимость совершенно в новом формате. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.